Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. Села специально возле Эчзане. Эчзане — это в Турции аптека. Вот, сходила в аптеку. Короче, все никак кашель не проходит, решила пойти в больницу. У меня муж тоже неделю, говорю, день-два отлежался дома, сходил в больницу, сейчас принимает антибиотики, и у него кашель прошел, а у меня как будто бы кашель ухудшается и вот прям в бронхи уходит, поэтому думаю, дай-ка я схожу в больницу. Больница, кстати, находится здесь. Давайте я вам покажу ее поближе. А вот сейчас вот в Турции семейных врачей отменили. Понимаете, вот раньше, когда, например, если ты заболел, иностранцы могли ходить к семейным врачам. Семейные врачи — это то же самое, те же врачи, которые смотрят турков самих, да, это вот на каждый квартал, район, как назвать, комплекс, да, у кого, как это называется, своя территориальная такая больница, мини-больница, да, там сидят семейные врачи, они могут взять анализы, назначать препараты разные, там, доктора общие практики, да, то есть не узкие специалисты, но там сидят. И получается, что в Турции, наверное, сами же жители Турции начали возникать, ну, по поводу того, что иностранцы ходят вместе с ними, и вот решили, это не только здесь, вот где мы сейчас проживаем, но и во всех районах так семейных не допускать, да, то есть иностранцев не допускать к семейным, точнее. Дом, кстати, очень красивый. Это вот в центре у нас тут. Вот. И к чему я это рассказываю? Хочу сказать, что сейчас вот начали вот так вот в центре какая-то там больница, либо вот Хастане, да, и все, вот вы можете обратиться только туда. Благо, что у нас есть здесь в центре такая старая больница, это и стоматология, и раньше тут там принимали, Иска Хастане называют ее, да, турки сами же, принимали турков, потом построили между, мы сейчас живем в Селевке, между Ташуджу районом и Селевке, такую на горе большую больницу. Обычно Хастане в Турции всегда где-то на горе находится. Вот, и построили такую больницу. Туда доезжать сложно, там всегда очередь, там все узкие специалисты. И благо есть вот эта старая больница, хотя она выглядит очень хорошо, как вы видите. Внутри тоже очень классно все. Вообще больницы в Турции очень такие красивые, внутри оборудованы. Мы 2 раза лежали в больнице. Всегда это, как сказать, без проблем. Там обязательно больной и может даже взрослый человек заходить. Даже если больной взрослый, обязательно нужен человек, который рядом находится. И это даже не обсуждается. То есть, понимаете, да? Для него даже отдельное такое место, если он будет ночевать, оставаться, есть всегда. То есть оборудованный, очень классно. И хорошо, что эта больница недалеко. Сегодня сходила, к чему вообще я решила записать этот ролик. Немножко, ну, о медицине, да, давно уже не рассказывала. Хотя у меня на канале очень много роликов. Я даже показывала, когда мы здесь в государственной клинике мы делали детям 2 раза операцию, и сыну, и дочке, да. Кому это прям вот, ну, очень интересно, можете в личку написать, спросить, от чего. К сожалению, такой опыт был у нас, да, вот с дочкой. Ну, у сына это планово, можно сказать. Вот, и поэтому сейчас вот мне назначили препараты, да, то есть здесь как идет вообще медицина в Турции. Раз уж затронула эту тему, хочу сказать. У кого есть СГК, например, да, если у вас есть ВНЖ, это не значит, что вы бесплатно можете пользоваться такими услугами, да. Я вот этот момент всегда упускаю, когда рассказываю по поводу медицины. То есть, если вы сюда переехали, у вас ВНЖ, вы имеете право покупать государственную страховку по квартире, например, да. Мы так и сделали, когда жили в Газипаше, когда мы не работали. 1,5 года мы жили в Газипаше, 1,5 года сейчас проживаем в Мерсине, в городе Селевке. И здесь уже у нас СГК по работе. До этого мы, если, например, оформляли СГК по
квартире, да, у нас вот собственность, жилье есть в Газипаше, и мы покупали каждый месяц оплачивали эту СГК страховку, сколько я вам об этом рассказывала, когда жила в Газипаше. Можете пересмотреть старые ролики. Да, я уже канал около 3 лет веду, да, вот сколько переехала. И знаете, вот эта страховка ежегодно дорожала, нам было так прям вот тяжело вот за нее платить, при том, что мы оба не работали, да, были какие-то там пассивный какой-то доход был, но это было очень мало, поэтому, ну, как бы, в основном мы переехали сюда, муж у меня сейчас работает здесь на атомной электростанции, да, я же работаю удаленно, тоже получаю деньги по поводу удаленки, можете переходить по ссылке в описании. В общем, что хочу сказать. Когда муж устроился на государственную работу, СГК стало бесплатно. И это очень круто. Не только вот этот вот осмотр врачей стал бесплатен, но еще и мы по СГК в аптеках можем получать всякие препараты со скидкой до 80%. Поэтому хочу сейчас показать, за сколько я купила препараты. Очень много препаратов назначили. Знаете, вот я пришла, муж уже ходил к этому врачу, ему назначили антибиотики. Я пришла, я говорю, вот было, говорю, неделю где-то как насморк, потом сейчас, говорю, в кашель перешел. Кашель, говорю, ночной, ну такой прям, он не мучает, вот прям как кашель кашляешь, да, а вот ощущение, что у меня здесь вот скопилось прям что-то, и оно не выходит, и горло при этом болит. Ну, то есть вот такое вот ощущение у меня. Поэтому он мне сказал, что если до пятницы, говорит, лучше не станет, то приходи, я тебе антибиотик выпишу. Но, говорит, так как у вас, говорит, типа дети, говорит, болеют, я говорю, болеют, но не настолько, как мы. Так как, говорит, дети не настолько болеют, значит, это, говорит, все-таки, ну, не инфекция, а типа простуда, и то, говорит, ну, грипп, вирус, не знаю, может, не знаю, как, короче. Но он, типа, объяснил, что если дети не сильно заболели, значит, говорит, вы взрослый человек, тоже, говорит, должны справиться без антибиотика. Хотя мужу прописал антибиотик. Ну, в его случае у него прям горло было очень сильно красное. Ну и, конечно же, ему нужно быстрее выходить на работу, и, возможно, поэтому ему прописали антибиотик. Кстати, он на работу пошел, да? И давайте покажу, что мне выписали и сколько это стоит. Мне сказали, антибиотик вам не надо. Смотрите, раз. Мне выписали парацетамол. Они всегда вот так вот пишут, обычно даже на русском языке. Но какой аптеке как? Здесь вот инструкцию на турецком сделали. То есть это парацетамол, парол называется в Турции. Я сама даже еще не поняла, что тут. Муковит. Таблетки написано. Шипучие. Муковит С. С витамином С. Ой, сейчас посмотрим, что это такое. Балгам соуджу. Балгам. Вот он про балгам сказал. Если, говорит, у тебя, говорит, мокрота, и ты чувствуешь, что оно не убирается, то вот балгам, он сказал. Интересно, конечно. Ну, типа, наверное, который мокроту убирает. Скорее всего, почему написано муковит С, наверное, есть витамин С. Да, вот видите, в составе витамин С и ацетилсистин какой-то. Но мощный препарат, я так понимаю, именно вот написано 1 раз даже в день всего лишь. Но это, наверное, вот оно и есть, именно мокроту выводить, да. Вот. Дальше прописали, я попросила ибупрофен, говорю, дайте, пожалуйста, мне. Это аферин. Это, короче, знаете что? Это и детям сиропчик дают. Парацетамол, кровь, хлорфеницамин. Это тоже, короче, именно вот во время простуды. Во время простуды, вот, от простуды именно. Соук, олганландан, грипп. От гриппа и простуды, короче, все понятно. В общем, он мне прописал здесь дофига чего. И это что? Это боаз от горла, короче. Или от... Когда горло болит и зуб даже. Арасанан. Что это, интересно, такое?
Диш проблемы с зубами. Интересно. Какое здесь? Флурбипрофен. Ну, короче, типа... это спрей, короче. Все, я поняла. Я у него просила, конечно, ибупрофен, но мне вот спрей, видите? Даже когда зубы болят, типа, такой вот спрей прописал. Короче, вот это вот все, да, 4 препарата на 138 лир. Вот, видите? Это очень-очень выгодно. 138 лир. Умножаем сейчас лира к рублю 2. Получается у нас 280 рублей все это. Представляете, да? Я считаю, что это очень дешево. Вот даже если брать... Здесь не написано как будто бы, просто Элач Реджите. Ничего не написано, что сколько стоит. Я бы, конечно, посмотрела хотя бы на примере парацетамола, да, вот сколько стоит, интересно. Ну, цены, как видите, очень такие. 90, наверное, это все-таки вот этот вот с витамином С. Спрей, наверное, 34. Парацетамол, наверное, где-то 10 лир выходит. Потому что я знаю, что вот это самое дешевое средство. Это вообще 4 лиры. Представляете, да? 4 лиры. Да, парацетамол где-то 10 лир у меня выходит. 20 рублей. Вот такие цены. Я просто так прям остановилась посидеть. Так прям кайфую. Так хорошо, тепло. 24 градуса на улице. В Турции снова пришло тепло. Прям город оживает. С утра у них только вот в 10, в 11 только начинается движуха. Только люди просыпаются. Идут по магазинам в основном вот так вот. Короче, классно. Сижу, кайфую. Снова температура на увеличение. Вот. Здесь зелено, птички поют. Короче, настроение шикарное. Но единственное, время 11, детей скоро провожать в школу, поэтому надо ехать домой. А я бы так прям сейчас посидела бы, отдохнула бы, вот честно. Прям вот посидела бы, тут даже кофе попила бы, если была бы возможность. Ну, надо ехать. Надо еще делать с детьми уроки. Там вот мой велосипед стоит. На велосипеде, когда едешь, вот так вот одеваешься, обязательно олимпийка. Ну, брючки начала одевать. До этого всегда шорты носила. И уже чувствуется, что жарко. Но когда на велосипеде едешь, ветер, и ну, надо, конечно, все равно какую-то накидку накидывать. Поэтому я в накидке. А так люди в футболочках. Так, смотрите. Готовлю детей в школу. Нет, сегодня тепло. Иди одевайся. Вот такие вот ланчбоксы засовываем. И именно вот напиток молочный с шоколадом, который в холодильнике. Не тот, который на полках, да, он очень много всяких антибиотиков содержит. Ну, потому что не портится, да. И вот такой вот дочке обязательно готовлю вот такие вот бутылочки для воды. У нас Алмаз много пьет, а Азалия мало пьет. Ну и здесь мои таблеточки, которые сегодня не только мои, это еще таблетки Руслана. Также я сейчас принимаю лютеин. Это вот от Атоми, интернет-магазин Атоми для зрения. У меня зрение прям так посажено. Это айлютеин, очень полезные витамины для глаз. Прям советую всем, кто хочет тоже приобретать такие продукты. Можете по ссылке внизу, там где написано зарегистрироваться, сами зарегистрироваться можете сами заказывать. Также сейчас прям обожаю вот это вот кофе. Мы прям только его начали пить. Вот так вот можно поштучно брать с собой везде. Иногда бывает, я даже угощаю людей, даю бесплатно. Вот эта одна штучка выходит где-то 7 лир.
Хотя кофе 10 лир вроде стоит в магазине. Вот такой вот, если брать, как бы, да, отдельно. А здесь 80 штук, и это арабика без робусты. Знаете, вот по сравнению с другими, которые вот, сейчас покажу, мы раньше брали, у меня их даже много, вот, считай, здесь, там целое стоит, не пьем. Ну как, пьем редко, но в основном я атами пью, потому что обожаю. Детям всегда беру обычное какао в магазине, вместо, да, вот они просят, кофе хотим, кофе сделайте. Мы им какао делаем вместо кофе. У мужа так вообще вот эти вот, смотрите, какой мы кофе раньше брали. Всегда. Якобс Монарх, да? У меня Якобс Гранат, у него Монарх Голд. Смотрите, сколько пачек у него тут. 1, 2, 3, 4. Прям кофеман еще здесь целая. Но вот атоми однозначно вкуснее. Вот честно, представляете, да, вот знали бы, столько бы не взяли бы. Но запас, мы очень любим кофе. Вот это кофе уже допиваем. То есть, видите, чуть-чуть осталось уже. Обязательно еще куплю. Тоже, кто хочет попробовать, берите. Там еще и 3 в одном есть. И есть без сахара со стевией, кому надо. Все, идем в школу. Сейчас буду провожать их. Вот так вот мы идем в школу. Рядом у нас здесь школа. Дети уже привыкли к ней. Я уже сама привыкла к ней. Кстати, одела шортики. Тепло прям так, хорошо, футболочки. Дети отказались брать олимпийки, но все-таки брючки одели и кроссовки на ноги. Деловые. Я не менее деловая, с 2 портфелями. Всегда помогаю нести портфели, потому что они тяжелые. Приезжают в школу на мотоциклах. Вот здесь у нас гости. Купаются. Кузнечика увидели. Где? Ого, какой необычный кузнечик. Это кузнечик. Думаешь? Он прыгает. Ой, интересный. Ладно, пошлите. Короче, видите, да, зелено. Гуси прям наслаждаются в водичке, купаются. Смотрите на гусей, как они купаются тут. Охо. Один крыльями, как у бабушки. Как у бабушки. Еще там, Ой, смотрите, как хорошо им. Позирует. Смотрите, смотрите. Прям позирует, позирует. Ой. И друзья уже идут за детьми. Быстренько поделала дела дома. 4 часа очень быстро проходит. Они вот с часу до 5 учатся. И уже за ними нужно идти. И снова проплывают гуси. Ну, а я в школу. Сейчас будут петь гимн
в конце обычно поют. Сейчас там вот, если вам видно, дети собрались, все ждут. Сейчас будут петь. Ну и, друзья, мы уже домой. На этом буду заканчивать. Всем желаю, как всегда, счастья, здоровья, радости. Не болеть, не болейте, любите друг друга. У нас тут небольшое ЧП. Много мы плачем. Так что не плачьте никогда. Радости, счастья. Всем пока.